Друзья, всем огромный привет! Сегодня хочу поговорить с вами о таком замечательном инструменте Lightroom и Camera Raw, как тоновая кривая. Об этом есть уже много видео, но как-то все не систематизировано, расплывчато. И я хотел бы поделиться с вами своими знаниями об этом инструменте и показать, как я с ним работаю. Давайте приступим. Возьмем вот этот замечательный снимок для работы с кривой. Итак, открываем тоновую кривую. И видим здесь 4 канала. RGB и цветные. Красный, зеленый и синий. RGB включает в себя все 3 этих цветных канала. И фактически это является наложением этих 3 цветов, что дает инструмент для регулировки темных, светлых и средних оттенков изображения. Но в этом инструменте можно работать и с каждым цветом по отдельности. Но давайте по порядку. Итак, RGB. При помощи кривой можно усиливать контраст изображения. Чаще всего это делается за счет S-образной кривой. И чем круче изгибы этой кривой, тем сильнее контраст изображения. Самая крайняя левая нижняя точка отвечает за точку черного. Самая крайняя правая верхняя за точку белого. И когда мы регулируем эти точки, то отсекаем гистограмму по краям, внося в наше изображение небольшие изменения, которые можно назвать эффектами. Эти эффекты не получить во время съемки, так как это технически выглядит как расширение или сужение спектра действия гистограммы. И если мы точку черного будем двигать вправо, то мы будем получать в темных местах нашего изображения темный цвет, который переходит практически в черный, с отсутствием информации в пикселях. Но если мы поднимем точку черного вверх, то мы пиксели в темных участках делаем светлее, что дает эффект легкости, матовости изображения и зачастую смягчает рисунок, если на нем применен усиленный контраст. Дополнительный эффект можно получить, если двигать точку черного одновременно и вверх, и вправо. То же самое происходит и с точкой белого, только совсем наоборот. Если мы двигаем точку белого влево, то мы осветляем все светлые участки изображения вплоть до потери информации в пикселях. Так гистограмма срезается в светлых местах. А если мы будем опускать точку белого вниз, то мы так же, как и в случае с черной точкой, получим мягкое бархатистое изображение в светлых участках. Выбор значения, при котором точка белого находится немного внизу и слегка левее, можно получить дополнительный интересный эффект в цветах. Средние тона. Тут все проще. Опускаем вниз, делаем темнее, а поднимаем вверх, делаем светлее. Но так как регулировка средних тонов тянет за собой изменение светимости пикселей как темных, так и светлых, я, как и многие, может быть даже большинство фотографов, которые работают с кривыми, предпочитаю сильно ее не выгибать и не трогать, либо двигать совсем на минимальные значения. Как правило, используют S-образную кривую. Ее можно вызвать путем нажатия в меню, выбрать либо medium контраст, либо strong контраст. И вручную потянуть точки. Либо второй вариант. На гистограмме отмечаем точки. Темную, среднюю, светлую. И крайние точки у нас, точка черного и точка белого, у нас уже выделены. И теперь слегка приподнимаем светлые участки. Опускаем темные. И, например, приподнимаем точку черного вверх, добавляя матовости в изображение. И слегка опускаем точку белого вниз, чтобы убрать излишнюю светимость. Применяют как классическую S-образную кривую, так и обратную. Обратная — это когда S изогнута в обратную сторону. И такая кривая дает обратный эффект. То есть происходит не увеличение контраста, а снижение контраста изображения. И когда мы проводим какие-либо регулировки с кривой,
Не забываем периодически отключать, возвращая изображение к первоначальному виду. И включать. Так как при работе, что называется, глаз замыливается, мы забываем, как изображение выглядело изначально, и можем навертеть совсем неприемлемый для нас результат. Итак, друзья, этих знаний вам вполне достаточно, чтобы работать с кривой в канале RGB и создавать свои какие-то уникальные интересные эффекты. И теперь давайте перейдем в цветные каналы и посмотрим, что умеют делать они. Итак, я сбросил все настройки RGB. Заходим в красный канал. Отмечаю посередине точку и тяну кривую вверх и влево. И как вы видите, что происходит? Происходит усиление красного цвета. Если я буду делать то же самое, но только вниз, у нас происходит усиление бирюзового, цианового оттенка. Переходим в следующий канал. Зеленый. Итак, поднимаем вверх и чуть-чуть влево. Видим, соответственно, усиление зеленого цвета. Двигаем вниз. У нас усиливается антагонист зеленого цвета. Это фиолетовый. Переходим в следующий канал. В синий. Тянем вверх. Усиливается синий цвет. Тянем вниз. Усиливается желтый цвет. Здесь также можно создавать эффекты. Если мы с вами приподнимем точку черного в синем канале немного вверх, обратите внимание, как у нас все тени заполняются синим цветом. Вот даже уже выполнив такой простой прием, можно создать какой-то свой интересный эффект. И если, соответственно, мы будем двигать точку в светлых тонах в синем канале вниз, мы в светлых участках будем получать усиление желтых цветов. А если вверх, то синих. Аналогично работают и другие цветные каналы. При работе с цветными каналами не существует каких-то определенных алгоритмов. Это творческий инструмент. Но в отличие от сплит-тонирования или калибровки цветов, инструмент тоновая кривая дает возможность получать дополнительные оттенки различных цветов. Появляется гамма цветов, которую не усилить каким-либо другим инструментом в Lightroom. Поэтому этот инструмент очень интересный инструмент для творчества. Таким образом, тоновая кривая дает возможность создавать свои, скажем так, фирменные цвета, фирменные оттенки, свое фирменное тонирование, и все это будет отличать ваши снимки от других снимков. Но давайте для примера я покажу, что умеет делать этот инструмент. Переходим в красный цвет, делаем S-образную кривую. Далее переходим в зеленый, повторяем те же действия, делаем S-образную кривую. Переходим в синий цвет и делаем S-образную кривую. И как вы видите, произошло не только усиление контраста, но и появились дополнительные полутона и оттенки, которые раньше заметны не были. В видео, возможно, вы этого не заметите, но когда будете работать с кривой на своих снимках, обязательно это увидите. Не обязательно вносить изменения во всех кривых. Вполне можно усилить только какой-нибудь один цвет, внести изменения только в него и таким образом получить какое-нибудь красивое тонирование вашего изображения. Давайте теперь перейдем в канал RGB и немного доработаем этот снимок. Я приподниму точку черного и сделаю вот такую вот S-образную кривую. Несмотря на то, что цвета заиграли совершенно по-иному, получился очень сильный контраст. Поэтому можно действовать таким образом. Переходим в черный, Black, и двигаем вправо, таким образом понижая контрастность изображения. Можно немного убавить Highlights. Давайте посмотрим. Вот такое изображение у нас было изначально.
И вот такое изображение мы сделали, буквально только внеся небольшие изменения в нашу тоновую кривую. И последний момент. Все ваши настройки, которые вы внесли в тоновую кривую, вы можете сохранить двумя способами. Первый – это сохранить настройки тоновой кривой в составе других настроек и записать как свой пресет. А можно сохранить настройки только кривой в меню инструмента. Для этого нужно пройти в строку Save. Всплывает вот такое вот окошко. Присваиваете любое название своей кривой и сохраняете. Теперь ваша кривая, включая все изменения, которые вы внесли в цветные каналы, сохранена в свой небольшой пресет. Вот в моем случае под названием тест. Еще раз обращаю ваше внимание, друзья, это инструмент творческий. Основные регулировки и как они работают на изменение изображения мы с вами уже рассмотрели. А дальше уже все будет зависеть от вашей креативности и изобретательности. На этом, друзья, все. Удачи вам в освоении тоновой кривой и удачи в изобретении своих стилей изображения. До новых встреч!